Здравствуйте. Я вынуждена использовать интересные свои приспособления. Ну, это моя картина, одна из первых моих картин, потому что почему-то мое лицо хотят исказить. Ну, я хочу кратенько сказать, я, видно, интересовалась политикой, и меня уже года 3 назад, я помню, фотографировала. Я поехала на экскурсию и загрузила фотографию свою, смотрю, лицо искаженное до неузнаваемости. Не знаю, как они это делают. В общем, ну как-то есть какие-то способности это делать. Ну, теперь пусть искажает мою картину. Картина масла называется. Как она называется, я не помню, но тут намеки есть. Такие, знаешь, грубоватые немножечко. Вот, ну, это самовар. Я писала картину самовара. Вот, ну, как раз под тему тепло. Теплый чай, как раз то, что надо. Вот, ну, это кратенько, не имеет значения. Вот, ну, а сейчас о главном. Получается, что свет, я уже немножечко рассказывала о своей теории света. Вот, ну, и вы знаете, что Эйнштейн говорил о фотонах, своей теории относительности и так далее. Вот, ну, а сегодня я хочу поговорить о тепле. Ну, прекрасно все знают, что солнышко светит, тепло образует тепло. Солнце светит, чем прямее лучи, тем больше тепла. Вот, но все-таки, что же это такое? Вот, ну, кратенько о том, что я уже говорила, но вытерла 2 видео уже, повытирала из-за того, что лицо полностью искажается. Вот, ну, смотрите, я работаю на заводе. Вот, и у нас есть и первая, вторая, и ночная смена. Сейчас у меня ночная смена. Мне не очень легко говорить после бессонной ночи. Вот, но я хочу говорить, потому что я люблю Бога. Потому что если Он мне что-то открывает, я иду и говорю. Я-то говорила о реинкарнации в церкви, сразу же, как мне было открыто. Вот, и почему-то с меня смеялись, что я бегаю со своими откровениями, для них ненужными, может, кому-то нужными. Ну, и сегодня я говорю о тепле, потому что вот легла я отдохнуть, и осенило меня. Вот осенило, и я говорю. Значит, ну, как мне это пришло? Я узнала, что, оказывается, Эйнштейн получил Нобелевскую премию о теории фотоэффекта. Вот, это он получил ее в 1921 году. Эйнштейна многократно номинировали на Нобелевскую премию по физике за создание теории относительности, но Нобелевский комитет тогда был не готов принять революционную теорию. Премию за 1921 год в области физики ему вручили за куда менее значительную в мировом масштабе работу теорию фотоэффекта. Я думаю, что у Бога ничего случайного нет. Правда, в решении о присуждении Нобелевки содержалась приписка и за другие работы в области теоретической физики. А вот кому отдал Эйнштейн деньги за Нобелевскую премию, мы сейчас узнаем. Значит, Эйнштейн родился в старинном немецком городе Ульм, вот, но потом семья переехала в Мюнхен, где Альберт учился в католической школе и получил, как тут пишет, глубокую религиозность. Но через некоторое время он полученные знания уже в отрочестве привели его к выводу о сказочности многих положений Библии и навсегда подорвали веру в неколебимость авторитета. Так, я знаю, что сейчас меня искажает еще и звуками. Изображение еще пытается исказить звук, к сожалению. Но поэтому я попытаюсь все-таки говорить медленнее, четко, произнося звуки. Почему я спешу говорить? Потому что Бог огорчен. Он очень печален. Люди возлюбили тьму.
Поэтому я буду говорить, что Господь делает. Господь делает так, чтобы воздали славу Ему, единственному, славу единственному, кто сотворил Вселенную. И я говорю от имени Творца Вселенной, от имени того, кто любит, кто живет для нас, которые непослушны Богу, которые творят беззаконие. Вот сейчас против меня творится беззаконие. Явно искажает звук. Я знаю. Явно. Поэтому я говорю два слова о тепле. Я считаю, что тепло – это то, как свет нагревает атом. Он нагревает атомы, которые имеют свойство отражаться. Отражать свет. Каждая маленькая частичка создана Богом так, как зеркальце, которое имеет возможность отражать свет и имеет возможность нагреваться. И поэтому так долго держится тепло. Именно эффект тепла производится от солнца, от лучей солнца, производится благодаря такому именно явлению, как фотоэффект. Что оно только мне напоминает, понимаете, как отражение. Потому что если теория о том, что фотоны – это маленькие частички, которые не имеют веса, которые живут недолго, то почему же тогда тепло? Откуда тепло от солнечных лучей? Как оно получается? Поэтому те фотоны, которые назывались маленькими частичками, которые живут недолго, это на самом деле и есть эффект отражения. Отражение на атомах, на электронах, из которого состоит воздух и так далее. Это моя теория. Я хочу, чтобы люди знали, что Бог не даст славы своей никому. Никому. Умникам, злодеям, которые хулят Бога, которые ненавидят Бога, которые превозносят над верующими. Я благословляю всех верующих, всех, кто знает Бога, кто ищет истину, кто созидает церковь. Я благословляю, я люблю вас. Я благодарю Бога за вас. Будьте благословенны. Привет, друзья. Завершаем процесс.